Мир полон мест, где природа и время создали чудеса, которые невозможно забыть. От величественных скал и древних легенд до водопадов, чья сила завораживает. Сегодня мы отправляемся в путешествие туда, где красота встречается с тайной. Добро пожаловать в мир, который ждет, чтобы вы его открыли. Высоко в горах провинции Гуйчжоу возвышается одно из самых священных мест Китая – Фанцзиньшань. Горы, окутанные туманом, словно парят над землей, а их вершины напоминают фантастические миры из древних легенд. Здесь, на высоте более 2000 метров, растут редчайшие растения и обитают животные, которых нельзя встретить нигде в мире. Но главное чудо – храмовые комплексы, построенные прямо на вершинах отвесных скал. Чтобы попасть сюда, нужно преодолеть тысячи ступеней и узкие подвесные мосты, нависающие над пропастью. Монахи веками поднимались в эти храмы, чтобы молиться и искать просветление. По преданию, Фанцзиньшань – место, где можно достичь состояния чистого разума и увидеть мир таким, каков он есть на самом деле. В туманные дни вершины скрываются за облаками, и только звон колоколов доносится сквозь белое марево. А на закате горы окрашиваются в золотые и пурпурные тона, словно сами небеса благословляют эту землю. Фанцзиньшань – это не просто гора. Это паломничество души, где каждый шаг вверх – не только дорога к вершине, но и путь к себе. Представьте себе реку цвета драгоценного изумруда, которая пробилась сквозь скалы высотой в сотни метров. Это Верденское ущелье, сердце Прованса и одно из самых красивых мест Франции. Его стены возвышаются почти на 700 метров, а внизу, извиваясь, блестит река Верден. Миллионы лет вода и время вырезали этот невероятный каньон, превращая его в настоящий природный собор. Но красота здесь не только в пейзаже. Местные легенды рассказывают о сокровищах, затерянных в пещерах ущелья, и о смельчаках, которые так и не вернулись с поисков. Сегодня сюда приезжают не искатели золота, а те, кто жаждет приключений – кайкеры, скалолазы, туристы. Летом вода сверкает так, что кажется, это портал в другой мир. А если вы подниметесь на одну из смотровых площадок на закате, перед вами раскроется вид, который невозможно забыть. Верденское ущелье – это не просто место. Это напоминание о том, насколько маленьким может быть человек и насколько грандиозна сила природы. Перед вами одно из чудес природы, которое невозможно охватить взглядом. Гранд Каньон – гигантская рана в земле, вырезанная рекой Колорадо за миллионы лет. Его глубина достигает почти 2 километров, а протяженность – более 440 километров. Слой за слоем, как страницы древней книги, стена каньона хранят историю планеты длиной в 2 миллиарда лет. Здесь цвета меняются в зависимости от времени суток, от золотых и охристых на рассвете до алых и пурпурных на закате. Для индейцев племени Хопи это святое место – дом предков. Легенды рассказывают, что каньон был создан божествами, чтобы отделить мир людей от мира духов. Сегодня сюда приезжают миллионы туристов, но, стоя на краю утеса, вы вдруг понимаете, этот пейзаж не просто зрелище. Это напоминание о том, насколько малы мы перед лицом времени и природы. Гранд Каньон не расскажет вам своих тайн. Но если вы останетесь здесь до вечера, когда ветер стихнет, а небо наполнится миллионами звезд, возможно, вы почувствуете, что он вам говорит. Представьте себе высокие, как стены замка, скалы, уходящие прямо в море. Между ними узкие, глубокие заливы, в которых вода отражает небо, как идеальное зеркало.
Это фьорды Норвегии. Они появились более 10 тысяч лет назад, когда огромные ледники медленно двигались к океану, вырезая в скалах эти гигантские коридоры. Сегодня здесь царит тишина, нарушаемая только плеском волн и криками чаек. В туманное утро фьорд кажется вратами в другой мир. Легенды рассказывают, что в этих водах скрываются духи моря и древние тролли, а где-то на дне покоятся корабли викингов, ушедшие в свое последнее плавание. Летом солнце почти не садится, и свет золотит вершины гор, а зимой фьорды погружаются в синюю прохладу, отражая танец северного сияния. Но главное чудо здесь – ощущение масштаба. Стоя на палубе корабля, вы понимаете, человек здесь лишь гость, а природа – вечный хозяин. Фьорды Норвегии – это не просто место на карте. Это путешествие во времени, в котором каждый изгиб берега хранит историю, а каждая волна – шепот древних морей. В сердце штата Вайоминг, США, возвышается странный гигант Башня Дьявола. Огромный столб из вулканической породы, словно выросший прямо из земли, поднимается на высоту почти 400 метров. Его стены ровные, как колонны древнего храма, и кажутся созданными руками богов. Ученые говорят, миллионы лет назад здесь извергался вулкан, и застывшая магма медленно обнажилась, когда ветер и время стерли все вокруг. Но у коренных народов Америки есть свои истории. Легенда племени Киева рассказывает о 7 сестрах, спасавшихся от огромного медведя. Земля поднялась, чтобы защитить их, когти зверя оставили глубокие борозды на склонах башни, а сестры превратились в звезды Плеяды. Сегодня Башня Дьявола – святое место и для туристов, и для скалолазов. Одни приезжают полюбоваться ее величием, другие – испытать себя, взбираясь по отвесным граням. Но остается ощущение, что в этом месте есть нечто большее. Когда стоишь у ее подножия в тишине, слышишь шорох травы и крики ястребов, кажется, что башня хранит память о событиях, гораздо древнее любой человеческой истории. Башня Дьявола – это загадка, застывшая во времени, и каждый, кто ее видит, уносит с собой не только фотографии, но и странное чувство, что прикоснулся к чему-то вечному. В Северной Атлантике, между Исландией и Норвегией, лежат 18 крошечных островов, будто вырванных из страниц древней саги. Это Фарерские острова. Земля, где горы обрываются прямо в море, а туманы приходят и уходят, словно дыхание океана. Здесь нет шумных городов и людской суеты. Маленькие деревни с красными и зелеными крышами прижимаются к скалам, а овцы пасутся на крутых склонах, будто им неведом страх высоты. Погода меняется за минуты, утреннее солнце может внезапно скрыться за серыми облаками, и на землю обрушивается дождь, который через час уступает место радуге. Местные говорят, если вам не нравится погода, подождите 5 минут. Фареры окутаны легендами о морских великанах, привидениях и затонувших кораблях. В бурные дни волны здесь поднимаются выше домов, а шум прибоя звучит, как древняя песня. Но именно в этой суровости и кроется красота. Когда стоишь на краю утеса и смотришь, как океан бьется о камни, понимаешь, человек здесь лишь гость, а природа – вечный хозяин. Фарерские острова – это место, где можно услышать тишину и почувствовать, что весь мир вокруг дышит вместе с морем. В самом сердце Шри-Ланки возвышается исполин из красного камня Сигирия или Львиная скала. Ее вершина поднимается почти на 200 метров над джунглями, и кажется, будто сама Земля выдвинула этот монолит, чтобы поведать древнюю историю. Более 1500 лет назад царь Касьяпа построил здесь неприступную крепость и дворец. К скале вела гигантская лестница, охраняемая каменными лапами льва, символом силы и власти.
Отсюда и пошло название «Львиная скала». Сигирия была не просто резиденцией. Это был город в небе, с садами, бассейнами и сложной системой водоснабжения, работавший даже в сухой сезон. Но вместе с роскошью сюда пришла и кровь. Легенда гласит, что Кассиопа захватил трон, убив собственного отца, а его правление закончилось трагически. Сегодня путешественники поднимаются по узким металлическим лестницам, проходя мимо фресок небесных дев и зеркальной стены, которая когда-то отражала облик царя. Наверху открывается вид на бескрайние джунгли, где горизонт тонет в дымке. Сигирия – это не просто памятник древней архитектуры. Это место, где легенда, природа и история слились воедино, оставив след, который невозможно стереть временем. В сердце острова Ява, среди густых джунглей, скрывается место, которое местные называют «Тысяча водопадов». Это Тумпак-Севу, каскад, падающий со скал словно занавес из серебра. Его высота более 120 метров, и вода не спадает сотнями струй, создавая вокруг облако тумана, в котором преломляется солнечный свет. В утренние часы здесь можно увидеть радугу, будто нарисованную прямо в воздухе. Добраться сюда непросто. Тропа ведет через бамбуковые мостки, крутые спуски и каменные ступени, скользкие от влаги. Но каждый шаг – это погружение в другой мир, где шум цивилизации исчезает, уступая место голосу воды. Местные легенды говорят, что в глубинах ущелья, куда падают потоки, живут духи-хранители, а вода Тумпак-Севу обладает силой очищать и тело, и душу. Стоя у подножия водопада, чувствуешь, как земля дрожит под ногами от его мощи, а дыхание наполняется свежестью, которую невозможно забыть. Тумпак-Севу – это не просто водопад. Это живое сердце джунглей, напоминание о том, что природа способна создавать чудеса, перед которыми человек всегда будет преклоняться. Глубоко в горах Алтая, там, где нет дорог и связь исчезает, прячется гигант, который местные называют неукротимый. Это Учар, самый мощный водопад Горного Алтая. Его вода обрушивается с высоты около 160 метров, разбиваясь о валуны, будто гром раскалывает землю. Шум потока слышен за километры, и чем ближе подходишь, тем сильнее чувствуешь его силу. Дорога к Учару – испытание. Сначала нужно плыть по реке, потом идти километры по тропе вдоль Чульчи, пересекая подвесные мостики и обходя огромные камни. Но каждый шаг стоит того. Перед глазами открывается стена воды, вечно окутанная брызгами и радугой. Местные алтайцы считают это место священным. По легенде, водопад возник, когда дух горы преградил путь реке, чтобы защитить свои владения от злых духов. С тех пор поток бесконечно рвется вниз, словно пытаясь вырваться на свободу. Стоя у подножия Учара, чувствуешь себя маленьким перед лицом природы. Здесь нет шума городов, нет следов цивилизации, только грохот воды, ветер и дыхание гор. Учар – это не просто водопад. Это символ силы и первозданности Алтая, который открывается только тем, кто готов идти до конца. В сердце Хорватии, среди зеленых лесов, лежит место, которое кажется ожившей картиной. Это Плитвицкие озера, национальный парк, где вода и камень создают волшебство. Здесь 16 бирюзовых озер соединены каскадами и водопадами. Вода стекает по известняковым террасам, образуя причудливые чаши и пороги. А прозрачность настолько велика, что, кажется, рыбы парят в воздухе. В разное время года пейзаж меняется. Весной озера наполняются бурными потоками, летом сверкают изумрудом, осенью переливаются золотом и багрянцем, а зимой превращаются в хрустальный мир льда. Легенда гласит, что эти озера появились после Великой засухи, когда Мать Божия, сжалившись над людьми, послала дождь, и вода заполнила долину. Деревянные тропинки ведут прямо над водой, а шум падающих струй сопровождает на каждом шагу.
Здесь нет спешки, только тихое дыхание природы и мягкое журчание ручьев. Плитвицкие озера – это место, где время останавливается. Где, глядя на кристальную гладь, понимаешь, что иногда для счастья достаточно просто слушать, как течет вода. Природа умеет удивлять. И каждое из этих мест хранит напоминание о том, насколько грандиозен наш мир. Хотите узнать больше о тайнах планеты? Подписывайтесь и отправляйтесь с нами в новые путешествия.